Так, всем привет! Сегодня поговорим о сериале «Пентхаус». Много раз слышала, но обходила стороной. Но однажды на канале Николай По-Корейски этот сериал рекомендовал посмотреть Дассоль, постоянный герой канала. Дай, думаю, посмотрю. Название сериала очень помпезное и пафосное для моего уха. В то время как из Википедии «Пентхаус» — это всего лишь навсего технический чердак, позже помещение для жилья, квартира-особняк на крыше небоскреба или отдельная площадь. Отделенная площадь на верхнем этаже здания. Пентхаус — отдельное жилье на верхнем этаже или нескольких этажах многоэтажного дома, который имеет собственную террасу. Структура пентхауса создает эффект изолированного от окружающей среды собственного жилья, виллы, особняка в плотно застроенных центрах больших городов или городских агломераций. Кроме террасы, пентхаус также может быть оборудован зимним садом, бассейном и так далее. Краткое содержание сериала. Жизнь и борьба богатых, полубогатых и бедных жильцов шикарного жилого комплекса Гера за возможность попасть и удержаться, а если повезет, перемещаться на более высокие этажи, ближе к пентхаусу. Чем выше этаж, на котором ты живешь, тем богаче жилец и выше статус. Возникает вопрос, что потеряли там бедные, как они вообще туда затесались? Вот об этом и сериал. Начало истории. Соперничество двух девушек, классических вокалисток за призовое место на конкурсе. Одна бедная и талантливая, другая богатая и бездарная, за которой стоит отец, владелец этой школы искусств. И понятно, что приз достается богатой. Реакция бедной понятна. Она возмущена этим, она устраивает разборки, отбирает статуэтку. В физической борьбе за этот приз богатая ранит крылом статуэтки бедную в шею, но во всем обвиняют бедную. Этот приз давал возможность бесплатно поступить в Сеульский университет. Бедную претендентку лишили этой возможности, проходит много лет, у нее подросла дочь, работа без лицензии риэлтором, постоянная нехватка денег, дочь, которая тайком от мамы мечтает попасть в музыкальную школу искусств и которая хорошо поет, а директором этой школы является соперница ее мамы, у которой жизнь удалась, она известная оперная певица, муж врач. Кстати, муж — это бывший жених бедный, то есть она отбирает у нее не только первое место, приз, но и будущего мужа, и дочь. Они живут в этом шикарном жилом комплексе. Вот слушаешь все это, и все кажется просто простым и понятным. Но когда я смотрела эпизод с разборками по поводу чей приз по праву, у меня было ощущение, что бедная не совсем нормальная. Она делала все это с таким остервенением и одержимостью, что у меня, как у зрителя, возникло ощущение быть в беде. Богатые всегда сильнее, всегда правы. Это закон жизни, и рваться в бой, исход которого предрешен, глупая затея. И дочь она воспитала точно такую же, которая истерила, что хочет учиться в этой школе. Мать ее отговаривала, запрещала, уговаривала, убеждала, что у них нет ни единого шанса попасть туда, но дочь стояла на своем. В результате отборочного конкурса победила бедная девушка из приюта Соля. Несколько блатных детей, и Руна, дочь главной героини, оказалась в листе ожиданий. И когда мать Руны стала выяснять, почему дочь оказалась в этом листе, директриса-соперница ей сказала, что они приняли эту Соля из приюта, талант которой был, видимо, очевиден, и они не могли ее не принять. И чтобы Руна попала в основной список матери, придется убить эту Соля из приюта, как один из вариантов. Было произнесено как шутка и издевка, но кто бы мог подумать, что именно это и сделает мать Руны, напившись. У каждого человека есть какая-то цель, мечта, в погоне за которой он способен на многое. Предательство, например, но всегда должна быть черта границы, за которую ты не имеешь права переступать. Лишить жизни бедную девчонку без родителей, которая и так в жизни натерпелась, ради бесплатного места в музыкальной школе для своей дочери — это просто безумие и верх безнравственности. Конечно, ради своего ребенка мать готова на многое, но ради своего же ребенка нельзя отнимать жизнь у другого. Возмездие настигнет тебя. Вообще 90% вины, по моему мнению, лежит на дочери, которая изводила мать своими желаниями, будь то желание попасть в основной список или желание жить в шикарном комплексе, чтобы утвердиться в школе. То есть медленно, но верно она подталкивала свою мать к совершению преступлений. Что называется, бойтесь своих желаний. Наши желания должны быть соизмеримы с нашими возможностями. Ты не имеешь хорошего образования, ты не имеешь высокооплачиваемой стабильной работы, у тебя нет накоплений, ты снимаешь жилье, и вдруг у твоей дочери возникает желание жить в дорогостоящем ЖК. Разве это не безумие? То есть для достижения этой цели надо, чтобы случилось чудо, или надо заниматься криминальными или полукриминальными делами. В сериале случилось чудо в лице Сорен и Логана Ли. Ну, попали они с дочкой в этот ЖК. В школе постоянное унижение, соседи-жильцы травили, что они выскочки из низов. В конце концов, опять-таки из-за этого же проклятого приза голову дочери проламывают этим же призом. Страшный сериал, страшные подростки, страшные взрослые, страшная жизнь. И это мир богатых, куда стремятся попасть бедные. Что для себя я вынесла из этого сериала?
Цель должна быть соизмерима с нашими возможностями. Наш разум должен быть ясным и контролируем. Не напейся главная героиня в тот роковой вечер, этого гнусного преступления она бы не совершила. И самое сложное — воспитать своих детей так, чтобы у них не было ни единого шанса манипулировать вами. И я не хотела бы жить такой жизнью и не желаю такой жизни своим детям. Есть в этом что-то фальшивое и не настоящее. И хоть в финале второго сезона вроде все получают по заслугам, нет какого-то удовлетворения. Чувствуешь какое-то опустошение, настолько много ненависти, злобы и отчаяния. Я всегда говорила, что мне нравятся фильмы про месть, но мне кажется, в этом сериале есть какой-то перебор. Но не должен обиженный хороший герой на пути к мести убивать невиновных. Когда ты сам проходишь через страдания, боль и унижение, ты испытываешь сочувствие к таким же униженным. А здесь ты уничтожаешь себе подобного ради чего? Только чтобы приобщиться к миру тех, кто причинил тебе эту боль. Лично меня не устраивает такая трактовка образа главной героини. Либо ты хорошая, тогда ты не убиваешь невинную, либо ты плохая и не корчишь из себя борца за справедливость. Вот это несоответствие меня лично покоробило. Получается, что она такая же, как все эти дни люди. А как же борьба добра и зла и победа добра? В общем, вопросов больше, чем ответов. И напоследок, я вдруг прониклась пониманием и уважением к маргиналам и дауншифтерам. Вроде будет продолжение, поживем, увидим. Всем пока.